Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня ручки моей мамы. Она замечательно относила предыдущий наш дизайн. Единственное, что убрала немножечко длину. Ей длина мешала, поэтому они с Анюткой сели и подпилили длину. Больше ничего совершенно не трогали. Все у нас относилось хорошо, все у нас относилось замечательно, и сегодня мы с ней будем делать коррекцию. Итак, сегодня у нас коррекция нарощенных ногтей, конечно же, с дизайном. Рисовать будем обязательно. И дизайн у нас сегодня будет очень простым, очень быстрым, очень легеньким, но в то же время выглядеть будет просто потрясающе. Но начнем непосредственно с коррекции нарощенных ногтей. В первую очередь мы снимаем старый материал, пытаемся максимально выпилить аквариум, но если у нас где-то что-то остается, допиливаться до конца мы не будем. Почему? Потому что в дальнейшем мы планируем полное покрытие гель-лаком, и выпиливать весь какой-то цвет в аквариуме нам нет необходимости, возможно, он потом спилится просто за счет длины во время следующих коррекций. Снимаем по максимуму материал и будем выполнять коррекцию ногтей при помощи акрилатика. Акрилатик, он же полигель, он же акригель, он же смесь геля с акрилом, кто как его называет, но тем не менее это один и тот же материал. Он относится к разряду твердых материалов, то есть он не сгибается вместе с ногтем, он держит ногтевую пластину и, соответственно, очень хорошо укрепит слабые тонкие ноготочки. В данном случае у моей мамы ноготочки не слабые, не тонкие, но мы всю жизнь с ней работаем с твердыми материалами, и поэтому не будем себе в этом отказывать и дальше. Как обычно, под все моделирующие материалы, под любые искусственные материалы, которые мы собираемся наносить на ногтевую пластину, нам нужно подготовить ноготок. Каким образом? Обязательно убрать, очень хорошо вычистить птериги под кутикулой. Не забываем о том, что птериги у нас находятся не только в районе кутикулы, под кутикулой, но и на самой ногтевой пластине. Птериги – это у нас чешуйки кожи, и, соответственно, никакие искусственные материалы с чешуйками кожи у нас сцепляться не будут. Поэтому, если мы плохо в этом месте зачистим птериги, то у нас, скорее всего, в 90% случаев пойдут отслойки искусственного материала от ногтевой пластины. Поэтому, если у вас возникают какие-то проблемы с отслойками, обратите внимание на две вещи. На очистку птериги, на то, как вы зачищаете ногтевую пластину и хорошо ли вы это делаете, и на опил материала после выкладки в районе кутикулы. Не должен материал отличаться от ногтевой пластины, то есть он должен сходить на нет в ноготок. Вы не должны нигде видеть, где заканчивается ноготок и начинается искусственный материал. Если вы таким образом опилите любой искусственный материал, никогда никаких отслоек у вас не будет. Вот вам самый простой вопрос, как бороться с отслойками на искусственных ногтях. Две причины – птериги и плохо опиленный материал после выкладки. Мы же тем временем быстренько моделируем наши ноготки, слегка немножечко их все-таки удлиняем, потому что мама перестаралась с опилом длины, сказала, что она слишком погорячилась и очень коротко их опилила. Поэтому прям на воздух слегка при помощи акрилатика удлиняем наш ноготок, опиливаем и переходим непосредственно к дизайну. У моей мамы, как и у меня, очень сильно вниз клюющие ноготки. И всегда, каждую коррекцию мы с ней их поднимаем. Обратите внимание, какая толщина свободного края у нас остается. Практически по полсантиметра каждый раз мы ногти поднимаем вверх. Все 5 ногтей, включая мизинец.
Ну и плюс к этому у нас, когда мы удлиняли при помощи акрилатика свободный край ногтя, кое-где он забился под низ во внутреннюю арочку, и его тоже нужно хорошенечко там выпилить. Все это решается очень быстро и просто. При помощи фрезера берем фрезу и выпиливаем, моделируем внутреннюю арочку. После этого переходим к покраске. В данном случае, как обычно, будем дизайн делать очень простой, очень быстрый. Я об этом вам говорила в самом начале. Опять же, в моей любимой стилистике дорого-богато, потому что множество моих клиенток этот стиль любит и люблю его я. Поэтому покрываем ноготочки белым цветом. И самое красивое, самое дорогое, самое богатое сочетание — это, конечно же, сочетание белого с золотом. Поэтому мы будем делать золотое литье пигментами. Что же нам для этого надо? По-моему, уже все зрители моего канала знают, как правильно делать литье пигментами, но у нас постоянно появляются новые девочки, поэтому повторюсь еще раз. Мы покрываем ноготочки, покрываем их цветом в 2 слоя, красивенько, чтобы цвет был ровненький, красивенький, подводим под кутикулу, в общем, все как обычно. Далее мы перекрываем финишем без остаточной липкости и его после просушки хорошенечко прорабатываем бафиком, то есть взрыхляем поверхность. Потом красочкой без остаточной липкости мы рисуем те элементы, которые у нас должны быть под литье, и на них напыляем пигмент после 10 секунд просушки. На видео я нечаянно удалила момент перекрытия финишным покрытием, но об этом я вам сказала. Покрываем финишем, бафим обязательно. Если вы не забафите, у вас пигмент вотрется в финиш, и у вас полностью ноготочки будут все в пигменте. А нам необходимо, чтобы в пигменте были только те линии, которые мы сейчас рисуем. Поэтому остальные ноготочки мы забафили, прорисовываем красочкой без остаточной липкости элементы, которые нам нужны, просушиваем их 10 секунд, затираем пигментом, убираем кисточкой излишки и потом досушиваем в лампе 30 секунд до полной полимеризации. Кстати, вот эта вот зеркальная втирка, она просто потрясающая, она реально нереальное зеркало, очень красивое. Ссылочку, как всегда, на все используемые материалы оставлю для вас в описании, загляните туда, посмотрите. Итак, мы затираем пигментом, сразу же кисточкой убираем излишки, но слишком сильно не шкребем по поверхности пигмента, иначе можем его поцарапать. Кисточка при этом у меня мягенькая, колонковая. В принципе, на этом наш дизайн ногтей готов. То есть маникюр наш готов, он красивый, он выглядит очень стильно, очень интересно, но, как обычно, мне маловато. Поэтому мы решили белой красочкой без остаточной липкости нарисовать еще немножечко трафаретных роз в самых крупных кусках на поверхности ногтя. И тоже затереть их пигментом. Получается, у нас на черном цвете этот пигмент выглядит более ярко, более стильно. На белом цвете он будет выглядеть нежнее, но в то же время это же зеркало на белом цвете у нас тоже сохранится. Поэтому прорисовываем трафаретные розы, просушиваем их опять же 10 секунд и потом затираем пигментами.
После того, как мы перекрыли финишем полностью готовый наш дизайн, еще немножечко пробегаемся белым цветом по поверхности. Это подчеркнет глубину нашего дизайна и сделает наши линии еще интереснее. Мама тут мне подсказывала, куда ей рисовать какую линию. Итак, вот такой вот маникюрчик у нас получился. Очень стильный, очень интересный, очень яркий, необычный на летний сезон. Подойдет просто замечательно. Поэтому сделайте его обязательно. Кстати, на черном фоне такое будет смотреться тоже очень здорово. Да, в принципе, золото будет смотреться здорово на любом фоне, поэтому не отказывайте себе в экспериментах, обязательно попробуйте. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, потому что впереди будет еще очень много чего интересного. Я же с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!